Всем привет! Сегодня очередной ремонт блока питания. Вот такой вот миниатюрный блок питания фирмы MaxUs какой-то. Всего лишь он 230 Вт по 12-вольтовой линии, 8 ампер. Но для моих нужд он как раз подходит. И в чем в нем неисправность? Давайте посмотрим. Так как блок не внушает доверия, я включать буду его через лампу на 60 Вт. Так как мы находимся в дежурном режиме, этого за глаза хватит. Проверять будем через тестовую плату-помогалочку. Описание ищите в правом верхнем углу. Итак, подаем питание, смотрим. И нифига мы не видим. Потребления нет, индикаторы не горят. Можно смело выключать. Лампочка не моргнула, по всей видимости, что, конденсаторы не заряжались, значит, предохранитель в обрыве. Ну да, никакой реакции нет. Ну что же, замечательно, тем интересней. Разбираем блок питания, вытаскиваем плату. Отпаиваем подводные провода. Они нам мешаются, и работать с платой просто невозможно. Опачки, это готово. Так, вентилятор мы открутим от корпуса. Плата извлечена, и смотрим в первую очередь на предохранитель и дежурку. Предохранитель визуально исправен, а вот дежурка, по всей видимости, наша подгорела. Вижу конденсатор вспученный, резистор вот сгоревший. Дальше вот эта область высоковольтная у нас подгорела. Видим, плата здесь в этом районе грелась сильно. Из-за того, что вот этот выходной литик пришел в негодность. Поэтому начала разогреваться вот эта плата, вот эта часть платы. И, по всей видимости, вот этот силовой ключ у нас либо вышел из строя, либо еще что-то с ним приключилось. Ну что, попробуем разобраться. Кто-то меня просил сделать видеообзор на ремонт дежурки, вот которая собрана на рассыпухе, да. То есть это автогенератор получается у нас. Два транзистора. Первый транзистор слаботочный, второй качает энергию. Он на, по-моему, 2 ампера. Так вот, сейчас разберем, как ремонтируется данный вид дежурок. Здесь ничего сложного. Главное проверить трансформатор, чтобы он был исправен, не в обрыве. Остальные элементы просто меняются, проверяются, обзваниваются, заменяются. И все. Через лампочку опять подключаем, проверяем, запускаем дежурку. Ну а же дальше по ситуации действуем. Поехали разбираться с дежуркой. Так, проверяем. Первый у нас идет по счету предохранитель. Предохранитель целый у нас. Дальше проверим сразу диоды. Угу, отлично. Живой диодик. Живой. Так, диодный мостик в принципе живой. Дальше, после диодного моста мы прыгаем на дежурку. Вот он, дежурный транзистор у нас. Вот они его пины. Раз, два, три. 3 пина. Мы его прозваниваем на КЗ. И тут, в принципе, у нас короткого нет. Обычно уходит в короткое. Допустим, предполагаем, что он живой, силовой транзистор. Замечательно. Дальше у нас вот тут зона потемнения. Пока мы ее не трогаем, мы измеряем сопротивление на вот этом трансформаторе дежурки. Так, выходные обмотки проверяем. Есть короткая на них. Здесь измеряем. Это обмотка. Как раз шин-контроллера нет. Запитка дежурки. Здесь у нас короткая. Замечательно. И здесь. А вот здесь не совсем короткая, но возможно такое сопротивление обмотки.
Предлагаю выпаять этот трансформатор и прозвонить его, отделив его от схемы, чтобы удостовериться, стоит ли дальше ремонтировать дежурку или не стоит. Измерение сопротивления. И вот это нас интересует обмоточка. Мы кидаем щупы. И замечательно. 7 Ом, в принципе, наверное, для этой обмотки нормально. А значит, целесообразность дежурки, восстановления имеет. Несмотря на то, что там прилично придется перепахать элементов. Так, здесь у нас все отлично. Трансформатор живой. Едем дальше. Кстати, схемотехника дежурного питания настолько хреновая, что здесь не поставили даже ни ТЛ-ку, которая смотрит за напряжением. То есть обратной связи здесь как таковой нету. И это очень плохо. Так, значит, нам необходимо выпаять вот эти кондеры и прозвонить их и заменить. Высока вероятность, что они вообще трупаки, эти конденсаторы. Как видите, утечка 36%, ESR уплыл больше некуда, ну а емкость еще в норме. А емкость тоже уплыла, здесь 10 микрофарад. Следующие вот эти 3 литика выпаиваем. Здесь у нас 100 микрофарад, 35 вольт. Поплохело ему так хорошенечко. Бомбануло. Так, это все сюда. Сейчас мы их проверим. И вот этот литик, не пойму, он, по-моему, уже относится не к дежурке. Вот этот электролит, по-моему, не к дежурке относится. Но мы его... Так как пока выпаяли электролиты, давайте проверим на всякий пожар. 10 микрофарад. Кстати, рубикончики 10 микрофарад, 50 вольт. Давайте начнем с него, замерим его параметры, а потом, если что, вернем обратно. В принципе, он в норме. Это нормальная ESR. Ну и утечка, в принципе, терпимая. Можно обратно возвращать его смело. Так, проверяем вот эти электролиты. Рубикончики, кстати, 16 вольт, 220 микрофарада. Так, смотрим параметры их. Видим, да? Отвратительные параметры. Вообще, первый раз такой вижу, чтобы ESR был и какая-то емкость 57 микрофарад. А здесь у нас 220 микрофарад. Утечку не показал. И вот этот электролит на 10 вольт, 220 микрофарад. Он вполне еще живой, хотя утечка большевата уже. Утечка больше 2,5%, я считаю, надо менять. Кондерчик уплыл. Ну, этот мерить, ну давайте померяем. Ну тут понятно, бомбанул его, как говорится, не по-детски. Короче, нечего замерять, он и видно, и так не рабочий. Так, ну что, половину дежурки мы уже перепахали, отсюда кондерчик забрали, отсюда забрали конденсатор. У нас остался вот этот горелый резистор, его надо будет сейчас выпаять и определить, насколько он Ом. Высока вероятность, что он омовый, потому что он идет на запитку шим-контроллера. Сейчас мы посмотрим. Да, по-моему, да, он запитывает шим-контроллер. И обзвонить полупроводниковые элементы, диоды и стабилитрон. Проверить.
а также резисторы эти. Ну, я думаю, транзисторы остались живые, потому что не выгорел вот этот силовой транзистор. Значит, все должно быть в порядке. Да, досталось дежурке, конечно, капитально. Так, проверяем резистор, но быстрее всего он будет в обрыве. Ну да, он ничего не показывает, он в обрыве. А резистор этот стоял, к сожалению или к радости, к вашей, и к сожалению моей, что он стоял, из вот эту перемычку, уходит вот сюда. Уходит, да, это здесь, то есть приходит на микросхему, на TL. Нет, на К7500, ну, в принципе, это та же самая TL, то есть вот сюда приходит. И замеряем сопротивление между землей и питающим контактом. 1 килоом, я, честно говоря, не знаю, нормально это сопротивление нет или нет. Но что-то мне подсказывает. Так как не было обратной связи у дежурки, здесь поднялось высокое напряжение и зафигачило, и могло зафигачить, конечно, нашу шимку. Ну ладно, пока шимку не будем трогать, мы сначала восстановим дежурку и посмотрим, что у нас получится. Резистор этот, в принципе, можно будет не запаивать пока, или запаять его сразу. Но он стоит порядка там, не знаю, 10-20 Ом. Ну давайте 20-омный впаяем сюда. И подберем конденсаторы. Нет, сначала обзваниваем. Хотя нет, сначала мы обзвоним. Обзваниваем наши диоды, которые стоят по выходу. Опачки. Опачки. Вот даже как. А диод-то у нас коротком. Так, этот диод на запитку шим-контроллера. Этот живой. А этот диод что-то короткое показывает. Так, у нас проблема нарисовалась. У нас короткая либо на этом диоде, либо на этом линейном стабилизаторе L7805, то есть на 5 вольт. И у нас стоит такая проблема. Кто из них виноват? Кто создает короткое замыкание? По всей видимости, дежурка очень высоко поднялась и пробила стабилизатор. Ну что, попробуем выкрутить стабилизатор и замерить его на короткое. Говорю сразу, ремонт этого блока питания просто экономически нецелесообразен ни по времени, ни по деталям, потому что все, что мы заменим, имеет какую-то цену. Да еще и плюс, сколько мы времени затратим на ремонт данного блока питания. Но фишка не в этом. Фишка в том, нам получить надо опыт, показать, стоит ли этим заниматься или не стоит, и чего можно получить в итоге-то. Сможем ли мы восстановить этот блок питания? Так, стабилизатор. Стабилизатор на 5 вольт, это кренка. Теперь мы ее прозваниваем. Так, центральный вывод, по-моему, у нее земля. О, вот как. Вот как. А он еще и живой. Так у нас получается диод в коротком. Какая неожиданность. У нас диод в коротком. Честно говоря, очень неожиданно, что сдох диод. Ну что ж. Вот такой вот у нас предатель. Диод у нас SB240. Проверяем подлеца. Неприятного с лица.
видите, да, падение всего лишь тысячные вольта. Это очень мало. Итак, у нас формируется уже горка приличная горелых деталей. Видите целесообразность этого ремонта. Все тает и тает просто на глазах. Итак, копаясь в этом хламе, сейчас расскажу. Так, питание у нас на дежурку приходит через вот этот резистор, низкоомный резистор. Вот он, маленький резистор на пол ома, то есть 0,5 ома. Примерно он, не знаю, 1 ваттный по всей видимости. И если он у нас живой, это нам о чем говорит? О том, что и транзисторы, высока вероятность, полностью живые. Вот, 0,7 у меня показывает, ну плюс щупы, сколько там, 0,2, да, как раз. Ну вот отлично, 0,5 ома. И это замечательно. Вот этот резистор по входу стоит, а вот этот резистор такой же на пол ома стоит как токовый датчик. Здесь выполняет роль токового датчика. И он у нас, кстати, тоже не в обрыве, и это чудесно. То есть транзисторы даже не стоит прозванивать, они будут исправны. Остальные резисторы я просто прозвонил, и как видим, они все в принципе, ну так, грубо говоря, исправны. То есть у нас как таковых обрывов никаких нет. Может, конечно, и уплыть какое-то напряжение, но я не думаю, что прям что-то существенно уйдет. Так, это, кстати, 100 Ом, это цепочка снабберная. И здесь все у нас в порядке. То есть у нас в горячей части вполне все неплохо. Остальное, я думаю, не стоит проверять. То есть нам надо впаивать диод, конденсатор возвращать, резистор по запитке К7500. Хотя, наверное, она полетела К7500. Но по сопротивлению непонятно. Не могу сказать конкретно, сдохла она или нет. Ну что, подбираю элемент, будем пробовать запаивать все. Так, резистор на 22 Ома. Подсмотрел о схеме. Он не на 10, не на 20 Ом, 22 Ома. Ну, такой же и поставим. Отлично. Диод. Так как у меня дежурка будет нагружена совсем капельку, я поставлю диод HER 207. То есть он на 2 ампера. Мы его сейчас замерим. На 2 ампера. Ну, вполне нормально. Конечно, падение высоковатое, но мы не будем на 2 ампера его разгонять. Так, конденсатор не на 35 вольт, а на 50 вольт я буду использовать. Но нет у меня на 35 вольт, поэтому вполне будет нормас. Замечательно, отличный кондерчик. И вот 2 конденсатора по 220 микрофарад, не на 10 и 16 вольт, а оба взял на 16 вольт. Обязательно все элементы проверяем, не ленимся. Замечательно. И второй. Все отлично. То есть у нас вот элементы, трансформатор дежурки, обратно все запаиваем.
Ну все окей. Дежурочка у нас восстановлена. Так, ну что, я подсобрал наше чудовище. И сейчас нам главное запустить дежурку. Потому что мы восстановили только дежурку, остальные цепи питания мы не смотрели. Сейчас нам главное увидеть свечение светодиода. Ну что, поехали, пробуем. Огонь! Отлично! Супер! Дежурочка поднялась. Замеряем напряжение на дежурочке. 5,1 вольт, то есть генератор нам выдает отличное напряжение. Безупречно! 5,1 вольт. Теперь нам надо замерить напряжение на шим-контроллере. Видите, потребление 6,5 Вт. Многовато. Но может это норма для такого блока питания. Проверяем питание на шим-контроллере. Это получается вот эта нога. Включаем. Ну, высоковато напряжение. Я не знаю, сколько должно быть. 28 вольт. Немного ли это? Вот этого я не знаю. Шимка вроде не греется. Но попробовать на запуск можно, конечно. И все же я решил попробовать запустить. Давайте в таком режиме мы запустим блок питания. А вот фиг вам. Не пойдет. Не запускается нифига. А почему не запускается? Это еще тот вопрос. Надо с этим разобраться. То есть либо шимка нам не стартует, либо еще что-то. Так, ну что, это видео, я считаю, можно заканчивать. То есть мы отремонтировали блок питания дежурный, да. Питание приходит на шимку у нас 28 вольт. Питание приходит у нас на дежурку 5 вольт, да. То есть у нас здесь все отлично. Еще раз замеряем дежурка. И на шимку 28 приходит. Но у нас еще проблема в чем? Блок у нас не запускается. На PSON всего лишь 1 вольт. Это будет уже следующее видео. Я специально разделю на 2 видоса. То есть это разные проблемы и разные видео будут. На этом у меня все. Всем, кому понравился ремонт дежурки, ставим лайки. Дизлайкеры обязательно тоже лайчим. Продвигаем каналчик. Вы были на канале Домовой. Всем успешных ремонтов. Делайте все на 5 с плюсом, и будет все у вас отлично. Всем крепкого здоровья. Пока-пока.